Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг возглавят турнир в Поднебесной уже в эту субботу. Победитель этой встречи встретится с победителем титульной трилогии Петр Ян против Мираба Двалишвили. Кто станет следующим претендентом, Умар или Ядонг? Одна из главных причин, почему вы не должны пропустить поединок Умара и Ядонга, это часовой пояс. Турнир стартует в 10 часов утра по московскому времени, а главный бой Нурмагомедова и Ядонга и вовсе будет приблизительно в 3 часа дня. Так что в этот раз никаких отговорок. Прямую трансляцию, как всегда, вы найдете в телеграм-канале Калугин ММА, там же будет и мой выбор на весь турнир. А подкрепить интерес к поединку можно с нашими партнерами и их фрибетом 10 тысяч всем новичкам. Фрибет можно забрать по QR-коду на экране или в нашем телеграм-канале. Отличная возможность подкрепить интерес к поединку, ничем не рискуя. Ну и раз зашла речь про шансы, то сразу стоит отметить, насколько котировки не в пользу Ядонга. На его победу коэффициент 6 ровно. С ума сойти, в то время как на Умара 1.14. А коэффициент на победу Ядонга с сабмишеном, так он, к слову, победил в последнем бою, внимание, 70 ровно. Да, вам не послышалось, коэффициент 70 на победу с сабмишеном Ядонга. Действительно ли между ними такой разрыв в навыках? Ну, в навыках, наверное, такого разрыва нет, а вот в стабильности точно есть. До сих пор единственное поражение Умара Нурмагомедова было в титульном бою с Мирабом Двалишвили в начале прошлого года. Причем и поражение это было достаточно близким. Умару удалось у чемпиона выиграть первые 2 раунда, но, увы, следующие 3 были проиграны и чемпионом стать ему не удалось. Тогда было много разговоров о ментальном состоянии Умара, как он перенесет это поражение, и переживания были напрасны. Меньше года назад он вернулся в поединке с Марио Баутистой. Бой прошел практически идеально, за исключением нокдауна во 2-м раунде от Марио. И знаете, нокдаун почти гарантирует победу в раунде, нужно приложить много усилий, чтобы его отыграть и выиграть 5-минутку. Именно это и сделал Умар. Даже этот раунд отдали ему, и он победил со счетом 30-27 у всех 3 судей. 11 тейкдаунов за бой, 11 минут контроля. В борцовских навыках тут шансов не было никаких у Марио. В начале уже этого года Умар встретился с Дэвисоном Фигейредо и показал еще более доминирующее выступление. Вновь победа 30-27 у всех 3 судей. Всего 8 пропущенных ударов за 15 минут поединка. 5 минут контроля, и все остальное время Умар аккуратно с дистанции на очки перебивал бразильца. Поединок вышел, да, не самым зрелищным, но уверенная победа, и вот уже стрик из 2 успешных выступлений выстроен. Поэтому сейчас уже и вспоминать о ментальном настрое Умара нет никакого смысла. Оступился, быстро собрался и вышел на новую победную серию. Чего, к слову, нельзя сказать про Ядонга. Его рекорд в UFC 12-5. Каждый раз, когда он приближается к титулу, он проигрывает поединок. Так было в 2022 году с Сэндхагеном, в 2024 с Петром Яном и в 2026 с Шоном О'Мелли. И вот он снова буквально в одном шаге от титульного поединка. Но тут стоит отметить, что ни Петр Ян, ни Шон О'Мелли не разнесли его в одну калитку. Оба выиграли 2-1 по раундам. А Ядонг доказал, что тягаться с бойцами чемпионского уровня он способен. Последний поединок прошел в конце мая против Дэвисона Фигейредо, это их с Умаром объединяет, к слову. Оба в этом году бились против Фигейредо, но если Умара выиграл решением, то Ядонгу удалось добыть успешную гильотину уже во 2-м раунде. И предстоящий бой шикарен тем, что оба спортсмена подходят к этой встрече буквально в пиковой форме. 28 лет Ядонгу, в UFC он бьется с 19 лет. 30 лет Умару, в UFC бьется с 25 лет. Оба прошли сложнейшие испытания, оппозицию высочайшего уровня, и оба доказали, что являются спортсменами чемпионского калибра. Что же там по шансам и сильным сторонам? Умар Нурмагомедов, как и любой член команды Хабиба, сегодня умеет абсолютно все. Они доминируют в ММА, потому что адаптировались под все аспекты боя. Борьба – один из самых тяжелых навыков в ММА, и, как вы понимаете, в команде Хабиба этот навык приобрели сполна, и Умар не исключение.
Некоторые свои бои он полностью выигрывает за счет тейкдаунов и контроля внизу. Если сопернику удается навязать конкуренцию, то в дело идет техничная ударка Умара. Кики по разным этажам, отличное сокращение дистанции. С кардио тоже проблем нет. Конечно, можно тут вспомнить поединок с Мирабом, а что-то еще вспомнить у вас получится. Приводить в пример один бой, когда он провел 21 бой, не совсем логично. И Нурмагомедов отлично переключается между всеми своими навыками. Проход в ноги не вышло, тут же клинч, еще одна попытка перевода, разрыв дистанции и моментальная атака. В бою с Умаром, где бы ты ни находился, ты в опасности. Где бы вы оба ни находились, он будет пытаться доминировать в этом аспекте. Потому что за годы выступлений и тренировок делал акцент на всех аспектах. Даже посмотрите на действующую картину. С годами в UFC универсалы начали серьезно доминировать. Этот спорт уже дошел до такого уровня, когда ты должен быть лучшим во всем, чтобы стать чемпионом. И Умар до такого уровня сумел добраться. И я лично ожидаю бой Умара таким же трудовым, как недавно получилось у Махачева с Гэри. Можете пересмотреть выпуск на канале, я говорил, что это будет один из сложнейших боев ислама, где он сумеет одержать победу на тоненького. Многие посмеялись, построчили комментарии, мол, так всегда говорят про всех соперников Махачева, а потом удивились. Так вот, Ядонг боец примерно того же калибра, он тоже универсал, не смотрите на его 5 поражений в UFC. Он может делать абсолютно все. Но как в бою Махачев-Гэри, так и здесь преимущество Умара в том, что есть отдельные аспекты, вроде борьбы, где как ни крути, но его навык будет чуть выше. Но одолеть Ядонга так же безопасно и легко, как было с Фигередо, не получится. Ядонг физически сильный, он долгое время подтягивал свою борьбу в Штатах, делал на этом большой упор. Ведь изначально, когда он только пришел молодым пареньком, он был обычным взрывным ударником. Но те времена уже позади. Теперь китаец подключает борьбу сам и хорошо защищается от тейкдаунов. Далеко за примерами ходить не нужно. Фигередо в последнем бою 3 месяца назад пытался 4 раза перевести Ядонга. И у него вышло это сделать только 1 раз, но с небольшим нюансом. Тот тейкдаун, который у него прошел и считается успешным, именно во время этого успешного прохода он и был пойман на гильотину. В бою с Шоном О'Мэлли именно тейкдауны позволили Ядонгу забрать 1 раунд. Генри Сихуда ни разу не перевел Ядонга. Я делаю на этом большой акцент, потому что если ты не способен защищаться от переводов, как, например, Марио Баутиста, то делать в бою с Умаром тебе просто нечего. Это база. Против любого оппонента из команды Хабиба первое, что ты должен уметь делать, это защищаться от борьбы. Без этого навыка можно даже не смотреть поединок. Второй важный момент – взрывные атаки китайца в стойке. При сближении он способен выбрасывать серии из 3-4 ударов быстрее своего оппонента. Конечно, Умар не бьется на ближней дистанции, он король дальний. Но для переводов вниз или в определенных атаках сближаться ему будет необходимо. И при таком сближении Ядонг может встречать максимально опасно. Здесь может таиться его шанс к нокдауну. Но при этом Ядонгу стоит избегать клинча, оттуда Умар с большой долей вероятности оформит тейкдаун легче, чем с дистанции. Я делаю акцент на опасных моментах Ядонга не потому, что болею за него или считаю, что он победит, а потому что тут, как и в бою с Гэри, коэффициент 6. Он точно построен не на навыках, а скорее на том, на кого больше ставят деньги. А в комментариях я вижу что-то наподобие «Ядонг проигрывает всем топам чемпионского уровня». Что ж, отличная логика, но если пересмотреть даже те бои, которые он проиграл, то вы сами увидите, что навыки у Ядонга в полном порядке. И победа, возможно, Ядонга для меня не станет и близко какой-то неожиданностью. Это один из самых опасных бойцов легчайшего веса на сегодняшний день. Он только подобрался к своему пику, в то время как другие бойцы чемпионского уровня потихоньку с этого пика сходят. Хабиб и его команда проделывают такую большую работу во всех планах, от ментального настроя до геймплана на бой, что дает Умару дополнительное преимущество. Поэтому я жду победу Умара, но точно не легкую прогулку за 1-14. Кого я выбрал еще на этом турнире, можете посмотреть в телеграм-канале Калугин ММА, там же будет прямая трансляция поединка Умара и Ядонга, ссылочка в описании, увидимся с тобой именно там, пока-пока.